Друзья, всем привет! Меня зовут Сергей Бондаренко, это мой ученик Артем Чупахин. И сегодня мы ответим на некоторые вопросы с форумов. Как вы знаете, те из вас, кто следит за нашей группой ВКонтакте, мы стараемся охватить не только русскоязычную аудиторию, но и, соответственно, ряд англоязычных ресурсов. И поскольку у нас уже много материалов на русском языке, сейчас мы решили поинтересоваться у наших англоговорящих подписчиков, какие же вопросы интересуют больше всего их. Мы 2 недели собирали вопросы, соответственно, выбрали лучшие из них, и сейчас Сергей попробует на все их ответить. Следующий вопрос от пользователя Матей Полок. Он спрашивает, если тренируешься 3 раза в неделю, какие подсобные упражнения лучше выбрать в условиях ограниченного времени тренировок? Как пример он приводит ситуацию, то есть очевидно, что для улучшения толчка с груди предпочтительнее выбрать, соответственно, жимовой швунг, нежели жим лежа или жим стоя. Но просит провести тебя пример в отношении других подсобных упражнений, какие бы из них ты предпочел, если бы было ограниченное количество, которое ты можешь уместить в свой план. Вот, но начнем с того, нужно понимать, даже в условиях ограниченного времени, нужно понимать, какой сейчас период. То есть, когда у этого человека будут соревнования. Если соревнования через полгода, допустим, то целесообразно вот эту ОФП работу делать не специализированно. То есть, то, что человек назвал, швунг жимовой толчком хватом, аналогичный, допустим, узкоспециализированный подсобный работа, швунг рывковый, уходы рывковым хватом, рывок из паха и так далее. Вот это все подсобная работа, но она узкоспециализирована, направлена на улучшение показателей в классических упражнениях. Вот если у нас очень много времени до старта, там порядка, хотя бы 3 месяца или полгода или больше, то лучше делать классическую ФП работу, то есть бег, подтягивание, прыжки и так далее и тому подобное. Если же у нас до соревнований не так много времени, или, допустим, у нас стоит задача корректировки техники, улучшения техники в классических, полуклассических упражнениях, то целесообразно применять узкоспециализированные подсобные упражнения, такие как швунг жимовой толчковым хватом, швунг рывковый, уходы рывковым хватом, рывок из паха и так далее. Вот. Но они относятся к основной части тренировок. То есть, если мы тренируемся 3 раза в неделю, что физиологически оправдано, они идут как часть тренировки. Например, делаем рывковую тренировку, допустим, рывок классический с помоста. Потом делаем тягу рывковую, допустим, с плинтов. И после этого можно включить швунг жимовой толчковым хватом. И потом сделать приседание. Либо сделать приседание после упражнения, и потом швунг жимовой толчковым хватом. Это не принципиальный момент. Вот. Но нужно понимать, когда мы используем эти упражнения, что, допустим, сделать швунг жимовой толчком хватом, после этого рвать, это будет, если действительно полноценный вес, будет не очень правильно, поскольку плечи у нас забьются, и для рывка это будет отчасти травматично, и отчасти будет сказываться негативно на технике. Если мы говорим о подсобных упражнениях типа приседания рывковым хватом, швунг рывковым хватом, ухода из оглы рывковым хватом, рывок из паха и подобные, то их можно включать в разминочной части тренировки перед тренировкой. Допустим, у нас рывковая тренировка, допустим, рывок с плинтов. Мы можем перед тренировкой с небольшими весами, порядка 30% рабочий вес, иногда 40% от максимума в рывке, поделать приседания, плюс швунг, плюс уход, либо отдельно швунг рывковый, либо в разных комбинациях, вариациях. И затем делать рывок к основной части тренировки. Можно их отдельно включать на большие веса, эти упражнения. После рывка, допустим, сделали рывок классический, потом тягу рывковую, потом швунг рывковый, порядка до 80-90% швунг рывковый можно дойти по 1-2 раза. Вот, поэтому нужно понимать цели и задачи и включать эти упражнения. А вполне конкретно, очень правильно человек сформулировал, что швунг жимовой толчковым хватом отчасти способствует улучшению толчка с груди. Я думаю, на самом деле, раз ты так предметно прошелся, может, тогда стоит еще и по упражнениям для укрепления спины сразу дать ему совет, каким бы из них отдал предпочтение ты, если говорить о румынских тягах, наклонах со штангой, наклонах через козла. Касаемо упражнений для укрепления спины, опять же, нужно понимать цели и задачи. Если
Есть проблемы, в принципе, с такими вещами, как грыжи, протрузии, смещение позвоночного столба, то нужно заниматься больше, конечно, лечебной физкультурой, укреплением глубоких мышц вне обострения, то есть вне острой фазы. Это такие упражнения, как лодочка, наклоны через козла, аналогичное название, это упражнение гиперэкстензии, наклоны стоя, наклоны сидя, это уже другая группа на более позднем этапе. Вот эти вещи. Если, допустим, есть проблемы чисто технического плана, касаемо тяжелой атлетики, когда мы, допустим, горбим спину, либо, ну, допустим, вот разберем, горбим когда мы спину, то нужно делать статику. То есть статику именно узкоспециализированную с большими весами, когда мы снимаем со стоек штангу, допустим, на груди, порядка 120 и более процентов от максимального взятия на грудь, и стоим по 10, 12, 15 секунд. Бывают варианты, когда мы ходим со штангой на груди, то есть на самом деле это можно, много вариаций есть. Вот это элемент статики, который способствует тому, чтобы не горбить спину. Если, допустим, человек отпускает штангу от себя, в рывке, взятии на грудь далеко, в подрыве, то целесообразно делать тяги становые рывковым хватом, либо средним хватом, укреплять широчайшие. И не лишнее, естественно, будет банальная работа в тренажерном зале, укреплять именно слабые мышцы в дополнение ко всему этому. И резюмируя все вышесказанное, выбор упражнений обусловлен периодом подготовки. Все, друзья, на этом мы закончили. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт, следите за новостями в соцсетях. До новых встреч!